Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и речь сегодня пойдет о шпателе. Да-да, вы не ослышались, именно о шпателе. Но я не предлагаю вам отправиться вместе со мной на стройку, где строительным шпателем мы будем срывать старые обои или выравнивать штукатурку, шпаклевку на стенах квартиры или дома. И также я вас не призываю отправиться в мастерскую кондитера, где кондитерским шпателем мы будем выравнивать поверхность торта при нанесении глазури, крема и так далее. А речь сегодня пойдет довольно неожиданно, но о косметическом шпателе. Да-да, вы не ослышались, именно вот такой новом гаджете, мини-гаджете, который выпустила не так давно компания Tiande. Эта штука заслуживает отдельного видео, поэтому я предлагаю посвятить несколько минут именно этому косметическому шпателю. Изготовлен из высококачественного пластика, нетоксичного. Длина 6,5 см. В самом широком месте чуть больше 1,5 см. Очень удобная форма. Есть, если присмотреться, небольшое, совсем небольшое, в полмиллиметра, даже может быть меньше углубления. И вот давайте поговорим, для чего нужен этот мини-гаджет. А в каких случаях просто без него никак не обойтись. Допустим, вы используете крем вот такой вот в виде тюбика. С одной стороны, уже удобно, что вам не придется подушечками пальцев доставать крем из упаковки. Или вот вы используете крем в такой упаковочке, где уж никак без подушечки пальцев не обойтись. В обоих случаях вам пригодится этот мини-гаджет. Если в первом случае вам косметический шпатель пригодится для равномерного распределения крема по поверхности кожи, выравнивания равномерного, то во втором случае этот замечательный девайс вам пригодится как для извлечения крема из упаковки, и также для уже последующего распределения по поверхности кожи. Казалось бы, почему не использовать привычные подушечки пальцев для этого? Ну, во-первых, какая гарантия того, что ваши подушечки пальцев идеально чисты в данный момент, и микробы, бактерии не попадут с поверхности рук в крем. Да, там есть консерванты, которые позволяют крему сохранять свои свойства, но зачем увеличивать количество бактерий и тем самым, возможно, сокращать срок годности этого крема. А во-вторых, не секрет, что у всех у девушек ногти, и что творится под ногтями, и также часть крема остается на поверхности ногтей. Намного проще после использования вымыть этот гаджет, потереть насухо, либо просто используем обычные салфеточки. Конечно, самый необходимый момент, когда без этого гаджета никак, это когда вы проводите мастер-класс для 2, 3 и более человек. Я вспоминаю, как приходилось раньше извращаться в буквальном смысле этого слова, когда открываешь коробочку с кремом, чтобы продемонстрировать его свойства, вокруг тебя 3-4 человека, и как-то, самой наносить пальцем тоже не эстетично. Приходилось брать, я чаще всего использовала для этого ватные палочки, обычные ушные палочки из аптеки. Кто-то использовал пластиковые маленькие ложечки, которыми в кафешках размешивают сахар. Кто на что гораст. Вот теперь компания нас выручает, и это все выглядит очень довольно эстетично и прекрасно. Наносите на нашу зону и уже дальше работаете. Я, подумала, что в принципе этот гаджет можно использовать также для практически всех масочек, не только кремовых или кремообразных. Например, понятное дело, вы распределяете кремовую масочку по поверхности при помощи этого гаджета. Но как же можно использовать этот гаджет применительно к маскам-муляжам? А вот как. Вы когда распределили масочку-муляж по своей коже, вы помните, есть момент, когда нужно прокачать воздух, чтобы расстояние между самой маской и поверхностью вашей кожи было минимальным. Так вот, берете все тот же гаджет, все этот же косметический шпатель, и потом уже поверх своей муляжной масочки распределяете равномерно и выкачиваете, просто выгоняете воздух в буквальном смысле слова между кожей и поверхностью этой масочки. Я надеюсь, что вы потратили время не зря. Очень советую покупать и использовать эту небольшую штуковину. Цена смешная, 11 гривен по каталогу, это чуть меньше 8 рублей приднестровских, то есть 2 поездки полноценные по городу.
Конечно, можно его использовать как одноразовую штуковину, эффектно выбрасывая после мастер-класса. Можно, как я вам советовала, просто протирать, вытирать насухо и использовать его на следующий раз и последующий. То есть штуковина многоразового использования. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!